Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Волков в прямом эфире прямо сейчас. Василий Александрович, приветствую вас. Мои приветствия вам, мои приветствия вашим зрителям. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, что отмечаетесь лайком. Конечно, большое спасибо за то, что оставляете вопросы. У нас прямой эфир, это означает, можно задавать вопросы. В финальной части программы, чтобы вы досмотрели до конца, будут звучать ваши вопросы. Сделать это очень просто, прям несколько есть путей. Самый главный, что называется, самый, что ни на есть, такой, который доступен, это сообщество YouTube и анонс нашей встречи. Там вы под анонсом оставляйте, пожалуйста, свой вопрос. Также вопросы принимаются в чате трансляции, но это в самом-самом финале. В клубе зрителей Шелеста в телеграм-канале тоже есть такая возможность. Поэтому, уважаемые друзья, милости, как говорится, прошу. Если хотите еще и работает сервис, у вас поддержать канал и вопрос прямо на экран вывести во время эфира текстом, то, пожалуйста, очень буду признателен. Подпишитесь, пожалуйста, на Василия Волгу в YouTube, в Telegram, все как всегда. Начать наш сегодняшний разговор я бы хотел, мы точно поговорим про Ормуз, про Трампа, про вот эти условия, про вот эту переговорную нить, ткань даже переговорную, да, роль Венса. Но все-таки с Зеленского я бы предпочел начать, потому что новость последнего часа, он же отправился в тур по громадам и посетил Закарпатье. Такое прям слащавое видео выпустили у него на канале, как он с венграми закарпатскими встречается, ему там задают вопросы, а можно какую-то денежку получить людям искусства, а можно там открыть школы, как бы первая, вторая ступень, да, вот это вот, чтобы венгерская интеллигенция не уезжала. Он говорит: ой, у нас с румынами все хорошо будет, как с румынами, конечно, мы не против, там курорты, термальные источники. Говорит, молодцы, надо готовиться к зиме. Короче, Зеленский готовится к зиме. Уверяет, что дизеля хватит на все, и все у него хорошо. Но интересен другой момент. Он во время ответов на вопросы сказал, что Венс не бельмеса в ситуации по Украине, когда говорит, что вопрос свелся к нескольким километрам. Наоборот, надо говорить, все СВО свелось к нескольким километрам, и это, мол, такое достижение. И нужно идти на переговоры, не будет следующих шагов без гарантии безопасности, и вот этих вот условий прекращения огня и так далее. Потужно, ничего не скажешь. Он до этого заявил в интервью печатному изданию, что он единственный, кто может Трампу правду в лицо сказать. Сейчас вот на Венса, скажем так, попер буром в своим, опроверг, раскритиковал, по-разному можно сказать. Что происходит с Зеленским сейчас на фоне таких больших событий? Как выглядит его положение? Что думаете? Я думаю, здесь пору врачей спрашивать, наркологов, психотерапевтов и разбираться, что на самом деле происходит. Но то, что хамство стало нормой международной политики со стороны Украины, это факт. То, что мы с вами видели, когда назначались в страны арабских эмиратов, не в Арабские Эмираты, а страны арабские, страны, где ислам является ведущей религией, или, в принципе, исламистские государства, назначались девушки послами, которые приходили в штанах на встречу с высшими руководителями государства, мы это видели. Это также проявление неуважения, хамства и непонимания основ внешней политики и дипломатии. У нас с вами министры в прямом эфире матерятся. Зеленский матерится в прямом эфире, то есть это, детей нельзя к экрану подпускать, потому что матерное слово вылетит. То есть, в общем-то, это ничего нового, это просто давайте так, чтобы мягко, невоспитанная сущность украинского президента себя являет. И полное непонимание. Мало того, что у них с Венсом и так достаточно непростые отношения, если бы не сказать хуже об этих отношениях, он еще себе позволяет таким образом вести в совершенно критический момент. Вот это заявление, оно ложится, и пафос этот Зеленского, мне кажется, он очень сильно ложится сегодня на эту страшную новость, на трагическую новость об обмене тел. Когда на сегодня 1000 тел украинских погибших солдат поменяли на 41 тело, русских солдат передали на русскую сторону. Вообще эти цифры, соотношение цифр, они ж пугают.
Не зря самый главный секретный вопрос для украинцев – это потери на фронте. У нас за полгода, я напомню, может быть, чтобы, знаете, в голове сложилась эта интегральная цифра, у нас за полгода в обменах тел Россия передала 12 тысяч тел, Украина передала 200. Разница составляет 60 раз. Вот, собственно говоря, истинное положение дел, когда Зеленский говорит, к чему свелась эта СВО, или к нескольким километрам Донецкой области, вот, или же к тому, не СВО, вернее, переговоры, да, или все СВО свелось к нескольким километрам. В первую очередь это СВО свелось к этим безграничным кладбищам. Война украинская свелась к безграничным кладбищам. Война свелась к тому, что на сегодняшний момент 2 миллиона украинских мужчин просто прячутся и не находятся под, как флажки выставлены. Да, у Высоцкого это есть песня. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, да, и так далее. То есть выставлены. Загонщики пошли, загонщики идут большими группами. Растет напряжение внутри страны, растет столкновение между гражданами страны и представителями власти. Имею в виду ТЦК и полиции. Не то, что оно растет, оно реализуется. Вот. Только те некоторые факты, которые мы с вами узнаем, эти некоторые факты, они уже шокируют. Так что в такой непростой момент Зеленскому обострять отношения с Венсом, который, по всей видимости, во всяком случае, высока вероятность может быть следующим президентом. Во всяком случае, если вот эти, знаете, слухи, которые ходят иногда о здоровье Трампа, вдруг могут оказаться, не просто слухами, а чем-то большим, именно Венс, как вице-президент, возглавит Соединенные Штаты Америки, и здесь Зеленский ему указывает на его место, что я могу сказать? Каждая такая дипломатическая ошибка или дипломатическое хамство, оно стоит еще нескольких тысяч или десятков тысяч тел украинских солдат, которые будут обратно переданы Украине. Еще один нюанс, который важный в контексте визита на Закарпатье Зеленского, это и общение с венгерской громадой, венгерской общиной, да, вот с людьми, которые там живут. Это, конечно, предстоящие выборы в Венгрии, потому что, собственно, Венс приезжал и агитировал за Орбана. Прямо, открыто, и в процессе, так сказать, бесед, там, интервью, на панелях, выступлениях, трибуны вместе с Орбаном. Во-первых, он в шоке был, не знал, что Зеленский угрожал Орбану. Говорит, это недопустимо, как-то так. Во-вторых, указал, что Украина вмешивается в выборы Венгрии и вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки, и, мол, с этим предстоит еще разобраться. Украина, правда, вмешивается, и это вмешательство, оно очевидно. Есть конкретные факты. Я вчера в шуме тоже приводил, что люди откопали, что в Запорожье сайт Работа.ua, 100-200 тысяч гривен зарплата, вакансия, пожалуйста, знание венгерского языка, милости просим, хорошая физическая форма, стрессоустойчивость. Понятно, для чего это собирают. Да? И причем открыто это политика, демократия, там защищать. То есть прям десант из Украины, десант из близлежащих европейских стран, из выехавших украинцев, прям вот, я так понимаю, собран уже, да, или собирается. Удалось, не удалось, непонятно венграм разбить эту историю, эту схему, эту пирамиду, да, для будущего Майдана, если вдруг Орбан победит, да, а он раз побеждает, и тут Майдан, приезжают украинцы поддерживать, силовым в том числе образом, иначе зачем хорошая физическая подготовка? Кого они набирают по этим объявлениям? И, конечно же, самый главный вопрос – это нефтепровод, самый главный вопрос – это 90 миллиардов. Вся атмосфера встреч Зеленского на Закарпатье, он был как в воду опущенный. Ни одного резкого заявления, ни про живот Орбана, ничего такого. Видимо, он получил четкие ясные сигналы о том, что не надо. И, судя по всему, будет отползать от этой темы игры в венгерские выборы. Или все-таки ошибаюсь?
в этом отношении, в этом Да, впечатлении? я еще раз говорю, здесь, Александр, ни я, ни вы, мы не сможем разобраться без специалиста-нарколога и психолога, что происходит. Это очень трудно. Мы можем только констатировать последствия вот этого, вот этой катастрофы под названием исполняющий обязанности Украины президент Зеленский. Вот что мы с вами имеем. Вот. И да, конечно, самое мощное влияние, это же не просто приезд политика и влияние на политическую ситуацию. Когда громили Украину в 2014 году, фактически, когда была такая серьезная, мощная первая интервенция Запада на Украину, это Майдан 2014 года. Так в этой интервенции приняли участие почти все европейские политики. Они десантировались на украинский Майдан. Они призывали и поддерживали неконституционную смену власти в Украине. Они поддерживали кровопролитие фактически. Они, собственно говоря, дав гарантии изначально Януковичу того, что этого не произойдет, они уже на следующий день дали команду ФАС. То есть это норма, это европейская норма, все вмешиваются. Но Зеленский идет дальше всех. Ведь перекрытие, действительно, перекрытие для Венгрии, для Словакии, перекрытие нефтепровода «Дружба» – это катастрофа. И здесь, если кто наблюдает сейчас, каким образом Мадяр себя ведет в Венгрии, да, что происходит, какие заявления идут со стороны противоположной Орбану, то делается очень сильный акцент на недоговороспособности Орбана. Мол, имеется в виду, вы посмотрите, у вас большие проблемы, и вам угрожает чуть ли не blackout, потому что страна тотально, 100% зависима от российской нефти и газа. Вот. Угрожает практически blackout, вот, от импортных поставщиков, чтобы я был точен, не только от российского. Они могут переключиться, но цена взлетит в 4 раза. Вот. Так вот, угрожает блокаут или страшное подорожание энергоносителя, коммунальных услуг. Почему? Потому что Орбан не может вам этого сделать. Он недоговороспособен. Он не может договориться с Зеленским. И так далее. Так что Зеленский оказывает давление не только угрозами своими, знаете, ведь эта угроза опять-таки по Венгрии, кто следит за выборами, она понеслась в листовках и комиксах. То есть за живот Орбана. Да, вот это опять поехало, что Зеленский этакий герой. Вот. А Орбан этакий пузатый, который не может на турнике подтянуться. Там были такие карикатуры. Вот. Так что вмешательство прямое. А вот то, о чем заявил Венс, я не буду говорить, что Венс совсем уж там, скажем, неожиданно было для него вот это заявление Зеленского, то есть прямые угрозы расправы над премьер-министром европейского государства. Я думаю, что все-таки он был, скорее всего, осведомлен. Но именно здесь важно обращать внимание на постановку. То есть, что на самом деле? Это надо было показать. Ежели этот шок Венс знал бы раньше, то почему от него не было реакции? Я думаю, это была такая определенная постановка, но эта постановка очень важна в дипломатическом смысле. Вице-президент Соединенных Штатов Америки обвинил президента Украины в угрозах терроризмом, государственным терроризмом, то есть оказывает давление на премьер-министра европейской страны, используя террористическую угрозу со своей стороны, используя угрозу войсками Украины. Это, конечно, катастрофа. Вот. Но это все идет в одну копилку, это все собирает картину. В отношении 90 миллиардов, я не знаю, я это повторю, наверное, в 4-й раз вот в вашей программе. Европейские газеты все до единой пишут. Даже если произойдет такое чудо, Зеленский вдруг разблокирует дружбу, нефть пойдет. И Орбан тогда сдержит свое слово и снимет свое вето с этих 90 миллиардов. Так это только будет снято вето с решения, с разрешения, но не с денег. Денег нет. И ежели на сегодняшний момент ситуация с Ормузским проливом не будет закрыта, ежели мы там дальше, если коснемся этой ситуации, да, вот очень интересно, сейчас посыпалась в Европе аналитика по поводу войны, именно цифровая аналитика по поводу войны в Ормузском проливе. Вот. Ежели это продолжится, то тогда у Европы не будет денег решить свои проблемы, энергетики решить свои проблемы. Так что здесь еще очень большие вопросы, их два. И практически эта ситуация непреодолимая.
Как будет себя вести Зеленский дальше? Ведь посмотрите, это, знаете, это накатывается, неумолимо накатывается каток. Зеленский стоит возле стены. На этой стене набиты шипы. Огромные шипы, которые проткнут насквозь. Шипы эти называются отсутствие денег. Отсутствие денег для армии, отсутствие денег для государственного аппарата, для способности управлять. И вот этот каток на него надвигается. Каток объективных реальностей. А их не одна, их много. И вот как себя Зеленский будет вести в этой ситуации между катком объективной реальности и отсутствием возможности решить те острые вызовы, которые сегодня встали перед Украиной, перед ним как президентом, это будет очень интересно, но это будет трагическое и страшное зрелище. Этот человек будет развором между обстоятельствами и остротой внутренних проблем, которые грозят сегодня разорвать Украину на клочья. Когда сегодня президент, исполняющий обязанности, я подчеркиваю и очень прошу ваших зрителей именно к этой формуле отнестись внимательно. Исполняющий обязанности, то есть нелегитимный человек, стоящий во главе государства и сконцентрировавший в своих руках огромную власть только благодаря мощному репрессивному аппарату. Так вот, когда этот человек, этот исполняющий обязанности, когда он окажется в этой ситуации между разрывом, и сейчас он оказывается, и сейчас он едет на Закарпатье, встречается с закарпатцами, и, как вы говорите, делает умилительные лица, закарпатцы ненавидят Зеленского. Вот очень интересно, если сейчас нас с вами смотрят жители Закарпатья, вот пускай, ну даже может быть анонимно, я знаю, люди боятся, я знаю, люди там запуганы, но все-таки здесь можно более-менее, знаете, в Ютубе давать комментарии. Свое отношение к Зеленскому. Закарпатцы его ненавидят, особенно русины. Особенно русины Закарпатья, не только венгры, русины Закарпатья, те, которые были подвержены мощнейшему давлению, точно так же, как и Украинская православная церковь была подвержена мощному давлению, так и церковь русинов была подвержена мощному давлению. Это попытка поезда так называемого дружбы, да, когда правый сектор, когда это еще... уж не помню точно год, несколько лет назад, это еще до военное время, когда они собирались ехать так же, как поезда дружбы в Крым, так они собирались ехать на Закарпатье, и закарпатцы, молодые парни, встретили их на перевале, порвали их на куски и не пропустили к себе просто-напросто эти боевые группы, не пропустили на Закарпатье, чтобы там устанавливать свои нацистские режимы. Вот. И здесь закарпатцы его ненавидят. И как бы он там не стелился плющом, хлющом, не знаю кем бы там он ни шел, там не будет у него ни поддержки. И наоборот, поддержка Орбана, конечно, на Закарпатье очень сильная. Вот, именно благодаря позиции Орбана, системной работе по защите прав национальных меньшинств, прав человека, которые уничтожаются Зеленским и его властью. Вот, Закарпатье, оно сохранило и свою особенность, сохранило достаточно культурную свободу, достаточно большую, ну, по сравнению с русскими на Украине, вот, по сравнению с с представителями Украинской православной церкви, но с теми, кто исповедует не то, что нужно исповедовать, по мнению администрации президента. Мы в прямом эфире сейчас. Вернемся к проблемам Украины чуть позже. Мы в прямом эфире, и приходят новости. Bloomberg сообщает, и, в принципе, иранские СМИ сообщают, что Ормузский пролив открыт. В том числе и для кораблей США. Единственное условие, понятно, не враждебность. Второй день перемирия немножко легче медийно, чем первый. Первый был сорван напрочь. Это мы обсуждали вчера и в прямом эфире, и вообще. То есть Израиль срывает эту историю, это видно. А сейчас такой вопрос ребром стал по поводу Ливана. Иран говорит, нет, Хизбалла в пунктах договоренностей. Вообще начинают сейчас как бы наводить тень на плетение, что это вообще за пункты. Венс говорит, ой, это там половина искусственный интеллект писал, половина вроде мы вдумчиво проговорили. Короче, непонятно, но все отправляются на переговоры в Исламабад. Иранская сторона отправляется. Непонятно, будет ли Венс до конца, но Кушнер и Уитков отправляются в Пакистан тоже. Ситуация на самом деле... ну, очень напряженная. Это вот мягко сказать. Однако, вообще звучат какие-то странные голоса. И вроде как можно пошутить, конечно, что еще
Трамп будет с Ираном в десна, еще санкции поснимают с него, еще и Армуз будут поделят за долю малую, и будут все зарабатывать, и сделают Иран как бы великим again, понимаете? Make Iran great again. Почему такой вывод? Ну, кто-то сказал, что фантазии нет, иранцы не простят кровной мести, убийства лидеров. Да даже Венс боится ехать в Исламабад, потому что вполне вероятно, почему бы и нет, как говорится, после убийства Хаменеи не шарахнуть ракетой туда, в ту сторону. Нет, конечно, все говорят, вы что, это великая держава, они же потом сотрут в порошок, а что терять Ирану? Ну, то есть, тут тоже такой момент. В общем, отговаривают Венса туда ехать, режим безопасности, непонятно будет или нет. Тут другой момент. Выходит, там, Хессет есть такой, не Хексет, а Хессет, экономического, как бы, поля ягоды человек, национального агентства, руководитель, говорит, слушайте, да будут нормально вести себя иранцы. Мы вообще отстроим, там, денег они заработают, инвестировать будем. И ты смотришь на все, что происходило этот месяц-полтора, и понимаешь, подождите, в каком-то сюрреализме мы находимся. Ормузский пролив – это оружие Ирана, и он будет им пользоваться часто. Как вы оцениваете положение дел сейчас, и действительно ли стороны смогут договориться? Ну, эта новость, она в некотором смысле, конечно, революционная, которая только что прозвучала. Вот. Если это так, и мы можем предполагать, что на переговорах, на тех, которые мы не видим сейчас переговорах, достигнуто соглашение, то соглашение достигнуто такое, что Иран победил. Соединенные Штаты, может ли такое быть, что Соединенные Штаты будут в засос целоваться с Ираном? Да, это не так уж и смешно. Это вполне может быть. Ведь посмотрите, ведь времена меняются. Ну, вот я, если позволительно будет, напомню. 1956 год. Тогда была война за Суэцкий канал. Тогда еще сверхдержавы. Это еще были сверхдержавы. Это была Великобритания, Франция вместе с Израилем. Они атаковали Египет в 1956 году. Их силы были колоссальны. Они побеждают Египет практически на поле боя. Они забирают Суэцкий канал, устанавливают над ним военный контроль. И только вмешательство Советского Союза, когда туда действительно пришли войска Советского Союза, и прямая угроза применения ядерного оружия заставила со стороны Советского Союза. Заставила Соединенные Штаты тогда вмешаться. Они тогда угрожали Израилю, Великобритании, Франции введением санкций. Дипломатическая мощная работа. И они вынуждены были уйти. Фактически Египет с меньшими силами, благодаря такой поддержке Советского Союза, побеждает в той войне, проиграв на поле боя. Что после этого произошло? Великобритания, колониальная страна, исчезает. Франция превращается в страну, в которой сегодня черного населения больше, чем белого населения. И найти там коренного француза становится все трудней и трудней. Они падают. То есть империи падают. И падают империи, столкнувшись не всегда с самым мощным противником. Они на тот момент, 1956 год, это же прошло только 11 лет после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны. Великобритания один из победителей, Франция вроде как один из победителей, хотя там нифига не воевала. Не в том суть. Это мощные, у которых, знаете, у которых был их собственный задний двор, так можно сказать. Да? Это были страны и Персидского залива, это и Египет. То есть, это было то, что на их заднем дворе находилось, и они распоряжались как у себя дома. И все. После этого начинается парад суверенитетов. После этого резко теряет колонии Великобритания и Франция. После этого Алжирская война. Чтобы не вдаваться в подробности, они падают. И тоже ж вокруг чего? Вокруг воды. Суэцкий канал. Его пропускная способность. То есть мировая торговля. Так и здесь. Но Трамп, мне видится, несмотря на всю его, знаете, такую трудно также определимую психическую конструкт его, если так можно высказаться, он все-таки мне видится торгашом. Ведь уже все СМИ, по-моему, все даже ваши зрители, я думаю, они все неоднократно убеждались в том, сегодня эта журналистская разведка, если так можно высказаться, постоянно дает нам информацию о том, что накануне того или иного заявления Трампа обязательно на биржах появлялась
влиятельная группа с кошельком не менее 1 миллиарда, которая либо что-то упала, либо что-то продавала в зависимости от того, что будет на мировых рынках после заявления Трампа. Ну, то есть Трамп играет свое, зарабатывает. То есть этот человек, который во главу угла ставит экономический интерес. Это то самое, что, знаете, еще раз я повторюсь, когда сбросили покрывало, и только интересы и военная сила стали в приоритете. И когда происходит эта ситуация, Трамп понимает, он проиграл. Ну что ж, он как шоумен, или как сказать, человек такой, способный пользоваться словами, да еще таким образом, знаете, что все даже не то, что с замиранием сердца, а я думаю, все с удивлением, все как нового шоу ждут каждого брифинга Трампа. Вот. Он скажет, да, мы победили, и мы сделали Америку великой, так и мы Иран сделали великим. Дайте мне премию мира. И почему, собственно говоря, нет. И в тот же самый момент его системное поведение по отношению к странам Европы, он же практически Европу ставит на колени. Он ее поставил в колено-локтевую позу и сегодня позволяет, уж извините меня, что так выскажешься, Ирану иметь Европу. Европа на 90% зависимая от импорта нефти, ранее, пока она не ввела санкции против России, она имела диверсифицированный поток нефти. А сегодня нет. Только Иран, только страны Персидского залива. То есть 20% через Ормуз. Для Европы это катастрофа. Так что, видя поведение Трампа, рассматривая Европейский Союз как единственное, Европейский Союз, тут справедливости ради надо признать, он и дальше остается, собственно говоря, главным рынком мира. Именно в Европейском Союзе живет 750 миллионов человек, которые имеют самые тугие кошельки. То есть это люди, которые в состоянии покупать автомобили, то есть средства и потребления. Это вообще очень интересная тема. Я вот недавно наткнулся, с вашего позволения, небольшое отступление. Мы вернемся сейчас к Европе и к, соответственно, вот этим всем процессам, да, и к Ормузу тоже вернемся. Но вот попалось мне на американском каком-то подкасте очень интересный разговор, двух, скажем так, подкастер и приглашает к себе какого-то эксперта. Эксперт-экономист, видимо, потому что там цифры были, много он там говорил о цифрах. Это просто листал ленту, что называется, и наткнулся. Он говорит, ребята, а что ж такое произошло? Раньше в Америке учительница и муж там парикмахер, или наоборот, да, там, неважно, парикмахер и учитель, то есть обычная семья, могли себе позволить в Америке иметь вот этот домик, лужайку, собака там, как бы такая хорошей породы, то есть, да, большая имеется в виду собака. Почему я на этом делаю акцент? Потому что и там делалось на этом акцент, потому что ее надо кормить мясом, костями. То есть, это надо, это накладно. То есть, вот все у них все было. Они обычными профессиями владели. А сейчас это, да, кредиты, ничего страшного, это так Америка живет. То есть, но они могли себе это позволить. А сейчас они не могут позволить себе, ничего. Даже в аренду, даже в какой-то, из того, что могли позволить условно там какие-то там 20 лет назад, и так далее. И это ведь тоже динамика экономических процессов по обесцениванию как раз-таки денег, на чем играют биржи, на чем играют все это, все эти фонды, на чем сейчас Трамп строит свои ставочки, как шутят с Берроном, он же там Беррон, у него сын младший, он же там как бы воротила этих всех фьючерсов по разным индексам и по крипте, и везде. Так вот, обесценивание денег – это на руку им, но это бьет по обычным людям, которые работают на обычной работе. Они становятся еще более нищими. Чем дальше, тем больше. Получается, простите, я когда посмотрел этот фрагмент, я как-то так немножко... я не застал, мы плотно не изучали, конечно, труды Маркса, Ленина. Так это же вот оно, оттуда. Имею представление о чем-то. Я имею в виду, с карандашиком не записывали, по системе образования. Так это же об этом. Совершенно верно. И ведь ситуация, которую, отталкиваясь от того, что вы сказали, то есть кризис, реальные кризисные проявления,
они не являются кризисом в смысле мгновенности. Это кризис вялотекущий Соединенных Штатов Америки, когда, во-первых, происходит мощное расслоение, миллиардеры богатеют, а рабочий класс беднеет. Да, это вот такая, по Ленину мы к революционной ситуации приближаемся. И вот смотрите, какая страшная угроза нависла над Соединенными Штатами, даже если мы не касаемся вопроса внешнего экономического долга Соединенных Штатов Америки. Ведь понятие нефть-доллар, откуда оно взялось? Автором этого понятия был Генри Киссинджер. На самом деле это Киссинджер в свое время, когда началась эта бурная добыча нефти в странах Персидского залива. Когда это началось саудиты, когда началось Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Когда это все стало происходить, именно Киссинджер тогда предложил уникальную схему. Он предложил такую схему, что, ну, во-первых, мощно инвестируется в эти страны. Эти страны добывают вместе с Соединенными Штатами Америки, но они продают при условии этого сотрудничества, они продают нефть за доллары, только за доллары, не за какую другую валюту. И доллар мощно тогда вот стали быстро укрепляться в 50-х годах. Вот. Они продают только за доллары. И, что важно, откладывают получаемую прибыль, покупая ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. Ловите? Это гениальная вещь. Это как план Маршалла для Европы. Это когда разоренной Европе давались кредиты. За эти кредиты Европа должна была покупать американские технологии, нанимать американских рабочих, себя восстанавливать, да, а потом еще и кредит возвращать двойной навар. То есть сначала мы берем и покупаем все у вас, а потом еще и кредит возвращаем. И то же самое происходит со странами Персидского залива. И страны Персидского залива на сегодняшний день очень во многом являются гарантами стабильности пока что еще, ну, самой такой широкой, распространенной резервной валюты мира доллара. Ежели вот этот конфликт, который сегодня развязали Соединенные Штаты Америки и Израиль против Ирана, думая, что они решат, ну, буквально там одним-двумя ударами вопрос, если этот конфликт продолжится дальше, с той же степенью эффективности, как его ведет сегодня Иран, это полная катастрофа. Тогда учитель вместе с учительницей, со своей супругой, они хлеба купить не смогут в магазине. Ну, конечно, я утрирую, но ситуация будет очень тяжелая. Заплатить за отопление необходимо будет год работать, чтобы 2 месяца прожить в тепле при морозах в Соединенных Штатах Америки. Вот. И, конечно, вы знаете, вот такой... Я боюсь, чтобы вот наш с вами зритель, чтобы он, знаете, не расплылся опять-таки по этому анализу и по цифрам. Но я хочу обратить особое внимание, что на сегодняшний момент Соединенные Штаты оказались в патовом положении. Новость о том, что сейчас только что разблокировали Ормузский пролив, я могу ошибаться, но мне кажется, это новость о том, что Соединенные Штаты приняли все требования Ирана, проще говоря, капитулировали. Будет ли Иран мстить за погибших своих лидеров? Не будет. Здесь, вы понимаете, здесь нужно понять, что мы имеем с вами, столкнувшись с страной, которая, ну, с Исламской республикой. Мало того, Исламской шиитской республикой, в которой мученичество, гибель за свою родину, гибель за веру, это является высшим достижением. Это 4 звезды Героя Советского Союза. Ну, я не знаю, как по-другому это можно объяснить, да, которых себе Брежнев там прицепил. То есть мы имеем с вами на самом деле ситуацию, при которой это уникальная система. Иран получалась уникальной системой самовоспроизводства власти. Как они не убивают лидеров Ирана, на замену им приходят люди, которые также и столь же эффективно ведут Иран дальше к победе. И знаете, может, зрители не знают этого, но было бы, например, интересно услышать, что докторская диссертация сегодняшнего Хаминеи, который руководит Ираном, да, эта докторская диссертация, ее название только пугает человека. Название докторской диссертации следующее. Математические основы анализа философии Канта. Круто. Понимаете, это чтобы было понятно, с чем мы имеем дело. Вот. И вот, наверное, знаете, вот в завершение, чтобы... Я все-таки несколько цифр я дам, они очень важны. Чтобы было понятно, почему это катастрофа для Соединенных Штатов, то, в чем они оказались. Вот посмотрите. За буквально, сколько там у нас, месяц неполный, да, идет эта война.
За это время войны, понятно, все данные засекречены. Количество израсходованных боеприпасов засекречено. Но мы военные аналитики все-таки ведут учет по открытым источникам. Мы можем на сегодняшний момент говорить, что Соединенные Штаты вместе с Израилем в общей сложности использовали против Ирана до 10 тысяч ракет и тяжелых бомб за месяц. Именно по этой причине, то есть это такой огромный боекомплект, когда Соединенные Штаты просто разрядились полностью как пистолети, и они стали собирать вооружение по всем своим союзникам, требуя немедленно поставить и ракеты ПВО, и ударные средства, и тому подобное. Да? И сейчас даже Трамп говорит, мы отдыхаем и пополняем боекомплект. Но он его не успеет пополнить за счет производства. Действительно, ситуация критическая, и они сейчас шарятся по всему Европейскому Союзу, по союзникам, где только можно, для того, чтобы собрать необходимый боекомплект. Это первое. Итак, до 10 тысяч. Смотрите, Иран по Израилю выпустил около 400 ракет. 400 плюс-минус 10, 15 ракет. Правда, степень попадания была невысокой. Это было около 8%. То есть, около 8% из 400 попадали. То есть, всего мы можем сказать, что попало где-то около 30-40 ракет достигли своих целей на территории Израиля. Другая ситуация за это время. Иран выпустил 600 ракет. То есть, всего 1000. Понимаете? 10 тысяч, а здесь всего 1000. Он выпустил по странам Персидского залива с эффективностью попадания 30%. 200 ракет из 600 достигли своих целей. Ущерб. Пока об ущербе заявил только Катар. То есть, в цифрах мы можем прочитать о Катаре. Там по другим странам мы ущерб весь точно не можем вычислить. То, что мы имеем, что Объединенные Арабские Эмираты, например, понесли больше ущерб по инфраструктуре. Это по добыче и по транспортировке, и по отгрузке нефти. Нефти из сжиженного газа. Так вот, в Катаре ущерб равняется 17%. Примерное время восстановления инфраструктуры, в случае, если война сегодня прекратится, 3-5 лет. Это какова эффективность? Сейчас чего Иран добился? Чего добился этими 10 тысячами ракет Трамп? Абсолютно верно. Он добился только того, что Иран нанес катастрофическое поражение странам Персидского залива, которые еще длительное время, если война не продолжится, будет ощущать Европейский Союз, и те же Соединенные Штаты, будут ощущать серьезнейшие проблемы. И вот когда до этого я вам рассказывал про эту схему Киссинджера, да, когда вот он связал доллары и нефть Персидского залива, связал в единую схему вместе с долговыми обязательствами Соединенных Штатов Америки, создав такой мощный плацдарм. Почему, собственно говоря, саудиты всегда были такими крепкими союзниками? Это очень выгодный совместный бизнес Соединенных Штатов Америки и стран Персидского залива. И это крушится. Если Трамп... Все разговоры про то, что мы сейчас нанесем какой удар, это разговор ни о чем. Потому что все какие удары без ядерного удара уже были нанесены. На ядерный удар Трамп не пойдет. А уже даже и оружия такого, которое бы можно было применить, конвенционального просто нет. А Иран пуляет. Пуляет и попадает все точнее и точнее, точнее и точнее. Так вот, если еще 1 месяц такой войны, если просто с такой же... Да, и сейчас заявил же Иран, что у него еще 15 тысяч ракет осталось. Я даже не знаю, 15 тысяч, не 15, пускай половина. Да пускай у них осталось там, я не знаю, 5 тысяч ракет. Это означает, что при той же степени эффективности, при том, что ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые охраняют страны Персидского залива, будут еще также активно поступать, хотя с ними большая проблема, это признают все. Вот. Но даже если это так, и при этой эффективности использование еще 5000 ракет, это даст возможность нанести ущерб в 9 раз больший, это если по странам Персидского залива только считать эти ракеты, чем было. Что это означает? А это означает полное уничтожение инфраструктуры Персидского залива. Понимаете? Вся добыча, вся транспортировка, вся отгрузка прекращается. Европейский Союз как единственный рынок, который может использовать Соединенные Штаты, мы производим, а вы покупаете.
У вас еще кошельки тугие, вы будете все покупать. Производить нет, производить будут только у нас. Я сейчас вам создам такие условия, в первую очередь, с энергоносителями, что все предприятия ваши к нам перейдут. Мы их ждем. Здесь у них будет и безналоговый рай, и здесь у них будет энергия дешевле вашей в 4 раза. Вот. Ну, многие, собственно говоря, уже эти планы. По этому поводу очень интересно высказался Трамп сегодня у себя в соцсети. Вчера тоже об этом шла речь. И вообще это прям очень интересная тема. Давайте, союзнички, натовские союзнички, давайте, разблокируйте Ормуз. Че сидите? Ну, вам же надо, давайте. Гоните свои корабли сюда, давайте сюда, давайте все вместе. Значит, вы разблокируете Ормуз, я буду с Ираном в доле, с Ирана будем снимать санкции. Ох, и заживем. Но это просто, понимаете, это я так сопоставил два заявления, но это бессмысленно по отношению к Трампу. Ну, почему? А почему? Ну, потому что не я... согласиться. Потому в что... этом железная логика, железная экономическая, финансовая логика. Нет, вы сейчас объясните эту логику. Я просто... Почему так как-то вот не хочется даже сопоставлять, потому что вот я тоже приводил один из украинских там, да, оппозиционных пабликов, их много таких пабликов, да, которые по дням в один день, вот с самого начала, да, вот этой операции, заявление Трампа, вот просто заявление, которое себе вот это вот противоречат, ну, как понятно, что для фондов, но простите, ну, так же нельзя. Каждый день он то щетинится, как еж, понимаете, то еще что-то. Ну, в общем, непонятно, поэтому я так о заявлениях. Так вот, вчера Рютте был у Трампа, их не показали. Ну, так, вот так, как обычно показывают. Ну, обычно же как, вот Рютте приезжал, помните, позапрошлый раз? Они сидят, общаются, вопросы журналистов. Он приехал, его встретил Рубио, они вышли поулыбаться для фото, налетели сразу там же вопросы. Они пожали руки и ушли молча, делая хорошую мину. Левит говорит, будут обсуждать выход США из НАТО. И тут он говорит, и тут он ставит ультиматум европейским странам. Ультиматум, Шпигель сегодня написал, что давайте, как бы собирайте силы, разблокируйте Ормуз, иначе мы скажем вам аривидерчи. Ну и другие издания тоже пишут, если там будет выборочный типа подход, вот те страны в Европе, которые там осудили, не поддержали, говорили про военное преступление, осуждали, оттуда просто уберут свои силы США, оставят их типа голыми и боссами. Но это так, это как вариация на тему. Но ультиматум прозвучал четко и ясно. Как вы думаете, залезет туда НАТО и Европа в Ормузский пролив и в Иранскую войну? Ни в коем случае. Ни в коем случае Европа туда не пойдет. Европа помнит, как их гнали слабые племена, слабые страны, где они вели, ну, Алжир, я вот приводил, например, недавно, Алжирская война, да, 50-х, 60-х годов там за независимость и тому подобное. Вот. Бурские войны, что Великобритания выгребала, хотя и построила концлагеря, и массово буров уничтожала в концлагерях. Ведь, я напомню, первые концлагеря построила именно Великобритания. Это именно их изобретение Гитлер взял себе на вооружение. Вот. Они никогда туда не пойдут, потому что уже всем видны, ну вот цифры даже самые простые, которые вот я сейчас привожу, эти цифры, они до такой степени, именно в силу своей простоты и явности, да, эти цифры до такой степени показывают катастрофу и незащищенность Европы и силу Ирана, силу его расположения и наличием у него ракетного вооружения и очень мудрого подготовки к войне, когда Иран ушел под землю, оставив на земле только там, ну как считают, там до 20% всех вооружений только наземные, ну, собственно говоря, которыми Трамп рапортует, что он их поразил, эти Трамп и Израиль. Вот. Так что они ни в коем случае туда не пойдут. Нет, они будут искать только мирного решения. Они себе все отрезали. Все отрезали. Знаете, Александр, я начинал первые акции вот в Украине, первые акции против НАТО на рубеже 99-х нулевых годов. Вот. Мы тогда проводили, я имею в виду громадский контроль, всеукраинская общественная организация, громадский контроль, который я тогда создал, возглавлял, еще до появления Союза левых сил, политической партии.
Вот. И мы тогда проводили первые акции. Там, выкладки, цифры, призывали по Киеву, по разным городам Украины. И, знаете, я вам скажу честно. Там тогда масса брошюр я писал о необходимости укрепления отношений между Украиной, Россией, Белоруссией, а не разрыва отношений, о недопустимости втягивания Украины в НАТО, о возвращении к декларации о независимости Украины, о ее нейтральном статусе, ну и так далее. Вот. Но если бы тогда, в конце 90-х, начале нулевых годов, мне кто-то сказал, что самый главный враг, самый главный преступник мира, страна, убившая до 10 миллионов человек только послевоенное время, мирных людей, напалмом выжигавшая мирное население, что эта страна, которая является осью НАТО, сама будет НАТО разрушать, я бы не поверил. Вот просто не поверил. И я сегодня согласен со всеми, сегодня много такой публицистики, сегодня европейские газеты об этом пишут Великобритания, в Соединенных Штатах оппозиционные газеты пишут. Вот. О том, что то, что сделал Трамп, этого не мог сделать Советский Союз. Страны Варшавского договора не могли этого добиться на протяжении 50 лет. 70 лет, простите, Трамп разрушает НАТО. И опять я вижу, знаете, здесь в действиях Трампа логику, финансовую логику. Вот финансовую логику. Знаете же, ведь не зря индусы вслед за Платоном или вместе с Платоном, вот, они говорили о том, что вот существуют касты в обществе. Платон говорил, что мудрецы должны управлять государством. Да, нижняя каста — это там дальше воины идут, потом ремесленники идут там и так далее. Рабы в касту не входят. И нечто подобное у индусов. Вот торговцы — это вайшьи. Гуру, потом вайшьи. И вот беда. Индусская философия, индусская религия, они учат тому, что если только вайшья, то есть торговец, становится президентом, у нас такой был. Звали его Петр Порошенко, который на АТО зарабатывал на Ленинской кузне, выпускали один бронетранспортер, писали 4. Гнали этот бронетранспортер в зону АТО, его там сжигали, списывали 4 бронетранспортера, он зарабатывал. Так вот, как только вайшья, торговец, становится во главе государства, во главе политического процесса, он рушит то, что строили бывшие до него мудрецы. Вот. Так что финансовая логика железная. Но это правда в том, сами европейские лидеры об этом заявляли, и сейчас заявляют, что они не могут выполнить уставную норму НАТО, в смысле процента от ВВП взносов в НАТО. Выполняют только Соединенные Штаты и часто перевыполняет, платя за своих европейских коллег. Ну что, подождите, там еще Прибалты Грозная тоже вроде платят. Да. Прибалты, население всей Прибалтики, как Троещины, почти что, может быть, чуть-чуть побольше, да, а вот все туда же, да. Да, так что в этом ситуации она вполне реальна. Я думаю, мы станем свидетелем в самое ближайшее время разрушения НАТО и необходимости Европейского Союза строить свои собственные какие-то вооруженные силы, в смысле какое-то объединение вооруженных сил национальных государств. Очень важно. Но здесь большие проблемы. Очень важно здесь место Украины, Василий Александрович. Да, Украина, Зеленский, я понимаю, только на это и претендует, на то, что вооруженных сил у Европейского Союза. Да, сейчас мы об этом поговорим, особенно там сегодня информацию с российской стороны, они опубликовали о том, что там в Норвегии, в общем, по Мурманску собираются прицелиться всякими дронами. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас такое ощущение, есть ощущение, что война заканчивается. Знаете почему? Потому что сейчас это пытаются рассовать этих украинцев везде. Везде. Сейчас об этом поговорим. У меня просто вопрос, чтобы закрыть вопрос с уходом США из НАТО. Есть такой Кент. Он был не просто Кент, а был Кентом Трампа. Он, в общем-то, по контртеррористической деятельности, у него должность была, да, его уволили.
Он был против войны, он сообщал резонанснейшие вещи Такеру Карлсону, который говорит о том, что, ну, этот Кент, он говорит о том, что Кёрка убили фактически по заказу еврейского лобби. Нетаньяху еще так 2 раза оправдывался, выходил, помните? И Да, просто да. это замяли, в общем, замяли эту всю, замяли историю. И он, этот Кент, выдвигает очень интересную теорию. Очень интересную. Значит, сейчас перемелется, что-то будет с Ближним Востоком, с Ираном, с США, но столкновение Израиля и Турции на территории Сирии неизбежно. Это вот прям, знаете, с пылу с жару, да, вот из внутрянки американской. Вот о чем они там думают в этих синк-центрах, ну, в общем, аналитических центрах. Неизбежно. А если вот оно произойдет, то, внимание, Америка выйдет из НАТО, чтобы помогать Израилю. Версия абсолютно, казалось бы, сумасбродная. Ну как так? Вы что? Турция страна НАТО, да, Израиль там напряженка, искрит все, собственно, между ними периодически. Но погодите, а что так может произойти в этом абсурдном мире? Да, мне кажется, что именно так только и может произойти. Мы сейчас, еще раз говорю с вами, свидетели крушения старого мирового порядка. Началось крушение это с 91 года, с крушения Советского Союза, но потом последствия, вот так как трусило, колебало, и сегодня это все выходит на поверхность по всему миру. Проще говоря, рождение многополярного мира. И рождение многополярного мира, который уже достаточно окреп, те страны, которые в свое время начали просто антиколониальную борьбу против Запада. Вот. Сегодня эти страны приобрели самостоятельность. Сегодня эти страны, такие как Иран, демонстрируют просто чудеса и государственного строительства, и науки, и военного строительства. Вот. И тактики ведения боевых действий, стратегии военной. Ну, то есть, это чудеса действительно Иран демонстрирует. Вот. И единственное, что в данной ситуации будет происходить, это крушение привычных структур. И это привычная структура НАТО, в которой скопились такие мощнейшие противоречия, да, ну вот о которых Кент, например, говорит. И там, по-моему, он сам увольнялся, или как в протест, или его уволили. Вот я что-то не совсем это уловил момент, потому что действительно это заявление его о том, которое показывает направление движения. Израиль не остановится. Израиль это, мы должны признать, Израиль стал прямым сионистским государством. То есть то, когда сионисты, ну то есть это нацисты в исполнении Израиля, вот, которые проводят такие страшные вещи, про которые просто большая беда, что мы мало говорим. Как только вот Международный уголовный суд заткнули американцы, как только Карим Хана, вот этого прокурора Международного уголовного суда, который собрал эти тысячи томов доказательств геноцида палестинцев в секторе Газа со стороны Израиля, то есть когда только Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и его министра обороны, да, когда только это было, у нас еще была информация о том, что из себя на сегодняшний момент представляет Израиль, потому что эти люди давали интервью, потому что попадали в средства массовой информации документы, подтверждавшие распоряжения, носившие именно геноцидный характер. Ну как можно иначе трактовать запрет? Вот люди их военным образом держат в анклаве, не выпускают этих 2 миллиона человек и запрещают воду. Понимаете, воду. В тот спекотный, жаркий регион воду поставлять. И люди умирают от жажды, массовые смерти. Массовые смерти были людей именно от жажды, отсутствия медикаментов и продуктов питания. И вот мы имеем с вами ситуацию, при которой Израиль – это сионистское государство, имеющее своей целью обеспечение, то, как они считают, своей безопасности за счет проведения религиозного геноцида. То, что делает на сегодня Израиль, это то, что они этим оправдывают. Наиболее радикальные силы Израиля оправдывают это ветхозаветной логикой, ветхозаветной нравственностью. Я напомню, как там написано в Библии, в Ветхом Завете или Тора,
еврейское. Когда они входили в Ханаан, Господь им сказал, сначала Моисею, потом Иисусу Навину, который вводил их в Ханаан, евреев, уничтожать, там было 6 племен, Амореи, Фаризеи, Хеттизеи, 6, я всех точно не вспомню. Вот 6 племен уничтожить всех, начиная от ребенка, заканчивая стариком. И вот этот тотальный религиозный геноцид у евреев, это записано в Ветхом Завете, каждый может это проверить, прочитать. Это книга Исход, книга Царств, книга Второзакония, да, вот. Они шли, вырезая все, и Господь их предупреждал о том, что если вы хоть ребеночка оставите живым, я вас за это накажу. И вот представляете, в чем, собственно говоря, сегодня христианин отличается от иудея? Христианин отличается тем, что после пришествия Христа была рождена новая нравственность: возлюби врага своего, люби ближнего своего, возлюби врага своего, и так далее. Сегодня мы имеем государство, которое не существовало 2000 лет, а то, что существовало 2000 лет назад, это была провинция Римской империи, иудейская провинция Римской империи, пока в 70-м году ее не разгромил Тит, будущий император Рима, да, не разгромил, стер с лица земли. Так вот, 2000 они не существовали лет, и сейчас появились, и появились именно, важно понимать, на основании этой ветхозаветной нравственности. Око за око, зуб за зуб и религиозный геноцид как способ утверждения себя на земле обетованной. По этой причине они будут воевать с Турцией на территории Сирии, они будут воевать со всеми странами, которые их окружают. И посмотрите, параллель, она сама собой напрашивается, эта параллель. Те страны, которые получают бациллу радикального национализма, нацизма, либо как Италия фашизма, да, либо как вот сейчас мы имеем сионизм в смысле Израиля. Эти страны своими врагами получают или делают все страны их окружающие. Сегодня стержневой идеологией Украины является идеология радикального национализма Степана Бандеры, и там предшественников его, Дмитрия Донцова там, и тому подобное. То есть сделали из этого, сплели такое. В результате у Украины, может, знаете, видели уже эти карты, там эти мемы, которые блуждают по интернету. Украина, и написано так кругом другие страны, вороги. Все страны враги. Да. Венгрия враг, Словакия враг, Польша, дайте чуть-чуть время. Польско-украинский конфликт и территориальный в том числе. И по поводу Лычаковского кладбища, которое во Львове стоит, и похоронены там герой польских там солдат и так далее. Да? И главный вопрос. Волынской резни, которая требует дать ответ. А как дать ответ Украина может? А не может. Бандеризм является основой существования этого государства. А если признать Волынскую резню геноцидом, то признать, что террористы являются героями и основателями государства украинского. Этого не будет признано. И вот это украинское государство входит в противоречие с Польшей. Противоречие с Польшей, так подождите. По поводу Бессарабии сегодня Зеленский высказывался, у нас с румынами хорошие отношения. Да неужели, братцы? У нас уже назревают серьезнейшие вопросы между Румынией и Украиной по целому ряду вещей. И территориальная претензия также будет высказана. И что в результате получается? Все страны, которые берут эту идеологию «я лучше», вот я украинец, я русский, я немец, я еврей или еще кто-то, я лучше, и все остальные должны мне служить, гои, там, я не знаю, москали, там, я не знаю, как еще там, унтерменши, да, в исполнении немцев, то все. И столкновение Израиля с Турцией, оно также неизбежно, как, я не знаю, как то, что лето придет скоро. Оно также неизбежно. Соответственно, крушение. Да, Соединенные Штаты, как те, которые, собственно говоря, в определенном смысле, финансовом, не то, как вот территориально и государственно, а в финансовом смысле созданы евреями. Именно то, что у нас с вами, это не закрытые данные, это и данные известные всем. Более 90% мировых богатств находится в руках у евреев, лиц еврейской национальности. Это талантливые врачи, это талантливые ученые, это талантливые финансисты,
Вот, да. Ну да, так получилось. Они это сконцентрировали. И, соответственно, конечно, концентрация и управляемость Соединенными Штатами Америки – это влияние совершенно конкретных людей. Совершенно с конкретными суммами денег, капиталами и влиянием. И никуда Соединенные Штаты не пойдут, ни на чью другую сторону не встанут, кроме своего кошелька. А их кошелек – это кошелек Израиля. Это один кошелек. Вы И по этой очень... причине тут я с Кентом не согласиться нельзя. Он выразился проще, я попытался это расшить вот по таким составляющим. Это неизбежно. Друзья, будем сейчас скоро подводить итоги нашего голосования и переходить к вашим вопросам, но я не могу не рассмотреть с вами сегодня такую комплексную тему. Значит, сегодня интересные такие события по этой теме. Ну, понятно, мобилизация вот этого всего ада. Много видео, много всего, но очень примечательный момент. Значит, публикует Гончаренко видео в каком-то полуразбитом, полуразрушенном помещении с решетками. Якобы это ТЦК. Якобы это, ну, собственно, ТЦК. И это сразу все опровергли. В Прилуках, кстати. Черниговский ТЦК говорит, что этот ужас и кошмар, это там. Ну, точнее, Гончаренко говорит, а Черниговский говорит, это фейк и ЭПСО. Гончаренко, ЭПСОшник, у себя публикует вот это видео. Но я хотел бы вот... Сегодня чистый четверг ведь. Да, с праздником, кстати, мы как-то пропустили, Да, простите. сегодня чистый четверг, и вы знаете, вы вот очень интересно, я хочу, чтобы вы как бы вот суммировали и дали ответ по поводу, ну, вот этого, да, проявляющегося нацизма, да, он же проявляется среди украинцев по отношению к украинцам самим же. Да. Буквально давайте там полминутки послушаем очень такую пламенную, я бы сказал, пламенную, прям настоящую речь друга, кстати, Корчинского, офицера Азова, 3-го корпуса, Савченко. Значит, вот что он говорит. И, собственно, обсудим. Мені здається, що настав той ключовий момент, коли ми маємо допомагати ТЦК проводити мобілізаційний процес. Ми маємо всі ухилянські патрочі в цьому суспільстві створювати максимально незручні умови для існування. Ми маємо їм нагадувати, що це соромно станом на сьогодні не бути дотичним до цієї священної війни. І зрештою, не ми з Залізняком маємо шукати молодих людей, які будуть на парканах писати ТЦК Ультрас, а цим мають займатися молодь з традиції порядок, з Центурій, з 3-го армійського корпусу, з рейду. Є досталь молодіжних осередків, які повинні бути задіяні в цьому процесі. Ми не повинні уможливлювати отакі неприємні епізоди, коли якась патрич, якась челядь згуртовується для того, щоб показово знищувати транспортні засоби працівників ТЦК. Ми не повинні давати можливості підняти гриву цим негідникам, згуртуватися їм. Ми повинні виступати за справедливу мобілізацію, за турбомобілізацію, тобто за тотальну мобілізацію. І тому в мене, скажімо так, в цьому контексті є пропозиція до вас організувати за цим напрямком роботи єдиний спільний координаційний штаб, де, можливо, би ми узгодили спільний макет прокламацій. Ну, понятно, там дальше практические предложения. Значит, надо не дать поднять гриву вот этой челяди. Патороч, есть такое украинское слово, которое сбивается в стаи, противодействует ТЦК. Надо турбомобилизацию включить из этого же выступления в, ну, понятно, молодежные организации, сделать ТЦК Ультрас ТЦК, да, вот нужно. И потом, почему я, в принципе, вспомнил, что чистый четверг, в этом же этот офицер говорит, что лучшее место для второго пришествия Иисуса Христа на сегодняшний день готовит ТЦК. У нас священная война, и, ну, судя по картинке, по символике, вы знаете, ну, это понятно, это братство Корчинского, у них всегда так, там, распятие, видите.
Ну, это, по-моему, уже клиника, Да, и понимаете? клиника, ну и это симптом. И это симптом разворачивающегося и усиливающегося противостояния. Опять-таки, зрители могут посмотреть сейчас в сети много, уже люди не боятся, украинские мужчины, не боятся на камеру заявлять и выкладывать это в сети, свои собственное, свое отношение к насильственной мобилизации, где звучит то, что если вы так, посмотрим, что вы скажете, когда мы все возьмем оружие в руки. Посмотрим, что от вас останется от ТЦК, от полиции. Хотите идти воевать, идите воюйте. Сколько тысяч милиции, сколько тысяч ТЦК вперед. Здоровые лбы, которые ничего не делают. Да, и ничего другого, знаете, по поводу вот этого, по поводу того, что противоречия, которые внутри Украины накапливаются, сказать нельзя. Здесь, знаете, пример. Вот я очень сильно хочу, чтобы сегодняшний обмен пленными, который состоял, прошу прощения, Телами. господи. Обмен пленными, будем Да, надеяться, обмен что телами, будет который у на нас Пасху, сегодня да. состоялся, да, то есть 1000 на 41, а за полгода разница составила 60 раз, ну, чтобы было понятно. Ведь и администрация, исполняющего обязанности президента Зеленского, знает, как сильно эти цифры влияют на психологию в обществе, на психологическое состояние общества, на массовую психологию. И они бы хотели бы сделать все возможное, чтобы эти цифры хотя бы каким-то образом сравнялись. У них такой возможности нет. Именно по этой причине у нас с вами вот эти про турбомобилизацию говорящие, чистый четверг, нельзя эмоциональным быть излишне и ругаться. Вот. Но именно вот это не люди. Это просто-напросто не люди. Священная война ради миллиардов Зеленского. Вы что, все с глузду съехали? Да, И вот этот вот обмен, вот это, знаете, вот это самое главное, которую, я думаю, знаете, эта информация, она нас шокирует с вами по завершению войны, количество погибших. Эти бесконечные, безмерные кладбища. Я недавно на Deutsche Welle видел репортаж, вел репортаж, один постоянно присутствующий на Украине журналист Deutsche Welle, и именно на кладбищах. И он разбирал ситуацию, конфликту между местными жителями и властями, потому что места не хватает, надо расширяться, и заходят на пастбище, заходят... То есть постоянно, и он говорит, показывает эти кладбища, и он говорит в эфире о том, что, вероятно, этих кадров широко немцы еще не видели. Но вы поймите, это не одно место, где я есть. Возле каждого города, возле каждого района, возле каждого городишки и села эти кладбища огромные, и они разрастаются, и территории не хватает, вплоть до того, что возникают конфликты между громадой и властью, потому что власть требует еще земли для захоронения. Правда кроется вот в этой разнице. 1041 человек. И по этой причине это звериная мобилизация. По этой причине это же что такое? Это истерика. Это истерика, потому что других способов найти достаточное количество пушечного мяса нет. Это истерика, потому что уже кажется, даже самый последний, там, несмотрящий новости человек, например, отвлеченный мужчина, который, но тем не менее прячется, и потому что он-то уже знает. Это не понаслышке. Это соседа забрали, это брата забрали, это мужа забрали. И огроменное количество из них, пропавших без вести, его только сейчас Россия передает. Это страшная катастрофа. И страшно то, что эту катастрофу вот эти нелюди предлагают вести вплоть до второго пришествия Христа. Это сколько тысяч лет еще? знаете, по поводу вообще странности этой войны, сегодня... Это, кстати, не первый случай. Сначала все так как-то видели какую-то военную хитрость, задумку какую-то. Сегодня появилась в Одессе, и я с одним человеком, который
давайте так, разбирается в дронах и во всем на свете. Опять-таки, это не мое умозаключение, это я проконсультировался, прежде чем, ну, вообще, как бы обсуждать эту вещь. Как за что купил, за то продал. Я не знаю, на самом деле. Но мне так сказал специалист, который, по моему мнению, в этом разбирается. Он мне дал четкий, скажем так, ну, как это, эпикриз, да, вот этой ситуации. Значит, последнее время дроны, Герани, российские, они вот в Харьковской области было несколько дней назад, они вот как бы падали и выпускали парашюты. Другие говорили, там же паника, это же что-то новое. То есть они выпускали что-то на парашютах, но вот так это все выглядело. Но дроны, имеется в виду, подбитые. Ну, то есть картина была не ясна, но, видимо, какая-то военная хитрость, все же спрашивают, что это, как это. Понятно, что все молчат по одной простой причине, потому что не вся информация... Да какая там вся информация? Вот вы Мадяра вспоминали сегодня. Это же epic fail. Значит, Мадяр рассказывает о том, что носителя калибров новороссийске поразили. Григоровича, адмирал Григорович. А он, оказывается, сегодня Guardian пишет, унижает Стармера и сопровождает российские танкеры, потому что они не могут напасть, ну, чтобы не было военной конфронтации, и, в общем, проходит через Ла-Манш. А почему Стармера? Потому что Стармер обещал их пленить эти... А где Мадяр? Да уже все забыли, это было там дня 2 назад, понимаете? А за эти 2 дня он уже оказался под Ла-Маншем и сопровождает, охраняет суда. Ну, в общем, фейков очень много. Поэтому как-то все очень перепугались, что это за парашютики. Сегодня это было в Одессе, и я проконсультировался, а в чем дело. Смотрите, он летит достаточно медленно, мирно, он подбит, потеря управления произошла. Что такое? А мне рассказывают люди, знающие, знакомые с ПВО, когда летят дроны, вот практически всегда, кроме того, как подавили рэп, или там что-то произошло, или действительно там что-то не сработало, целенаведение, страдают дома и жители от обломков, когда, например, дрон разлетается, боевая часть, бог весть куда, падает и взрывается там. А эти парашютики, как бы, чтобы этого не было. То есть, вы понимаете, какая интересная история, какой интересный подход, и как вообще по-другому выглядят вот эти все, как бы, ну, вот эти ноу-хау. Мы каждый раз видели в этой войне технологическую гонку, направленную на разрушение, на убийство, на еще большую мощь. А тут, вы смотрите, шахет выпустил парашютик, когда потерял управление, и он тихо, мирно, как бы падает, ну там, смотря на какой высоте сбит, этот в Одессе приземлился, мне там рассказали, то есть он не взорвался на земле. То есть абсолютно по-другому смотришь тогда на эту воздушную войну. Чтобы точку поставить по этому вопросу, есть у вас надежда на пасхальное перемирие? И что скажете по поводу парашютиков на Геранях? Ну, это уникально с парашютами. Это вы такую новость, я даже не слышал этого еще. Вот, это новость. Новость. Она очень серьезная новость. Но это лишний раз подчеркивает то, что мы сегодня с вами можем наблюдать на примере того, каким образом военные действия ведет Российская Федерация, и то, каким образом военные действия ведут, например, другая сверхдержава, Соединенные Штаты Америки, ну или вот Израиль у себя вокруг. Да, то есть это действительно это стремление сделать так, чтобы потери среди мирного населения были минимальными. Как еще иначе это можно объяснить? Как иначе это можно объяснить? Парашютик для дрона, если он потерял управление, чтобы в дом не влетел. Ну, я вам скажу, знаете, это всячески, как это неудивительно будет звучать, но это всячески приветствуется. Чем меньше жертв среди мирного населения во время этого страшного конфликта, братоубийственной войны, тем лучше. Вот, это первое. Ну, а в отношении пасхального перемирия, я пока не вижу оснований. Пока не вижу оснований, потому что все заявления, конечно, такие, что этого нет. Но, конечно, это было бы правильно. Конечно, было бы прекрасно. Но во время Пасхи, во время схождения благодатного огня, в то время, когда благодатный огонь понесется по православному миру и в ту же Россию, и
на Украину и по странам православным, там, где есть православные храмы стоят, везде понесется православный, везде понесется огонь благодатный. Ну, понимаете, здесь перемирие должно быть. Я на это надеюсь. Да, значит, друзья, ну тут понятно в комментариях уже, это очень дискуссионная тема. Тут люди пишут в чате, что это потому, что ПВО сбивали, чтобы отвлечь внимание, другие говорят, да нет, а не приземлиться с парашютиком, а назад будет лететь без парашютика. Ну, короче, люди, сколько людей, столько и мнений. Я опять-таки, я не специалист, я проконсультировался со специалистом, он мне сказал вот как. Ну, может, такой специалист, не знаю, может, вы знаете лучше, напишите в комментариях. Значит, так, давайте перейдем к вопросам зрителей, подведем итоги нашего вопроса. Значит, опрос сегодня был такой. Какая страна, по вашему мнению, является мировой угрозой? 3% Россия, 2% Иран, 3% Россия, 5% Китай, США 89%. Я подписываюсь. Это так. США вот в этой связке с Израилем сегодняшним это большая катастрофа. Да, друзья, поехали. Значит, ваши вопросы. Спасибо большое, что их оставляете. Так, начнем с сообщества YouTube. Вот такие. Петр, Василий, уже сегодня на второй день перемирия в Ближнем Востоке никто о перемирии не говорит. Нетаньяху говорит, что Израиль нанесет удары по Хизбалле там, где необходимо. Хизбалла объявила о возобновлении военных операций против Израиля. Трамп ставит НАТО ультиматум, обязывая их в течение нескольких дней направить корабли в Ормуз. Как в такой обстановке пройдут завтрашние переговоры США и Иран? Вы исключаете возможный демарш? Ну, непонятно, с чьей стороны возможно демарш. Я думаю, что Соединенные Штаты находятся в ситуации, когда им необходимо, сохраняя, конечно, хорошую мину при плохой игре, но все-таки упрашивать Иран никаких демаршев не организовывать. Ну и та новость, которую сегодня Александр прямо в наш прямой эфир принес, о том, что Bloomberg сообщает о разблокировке Ормузского пролива, это позитивная новость, которая может говорить о том, что уже рабочие документы к переговорам завтрашним носят удобоваримый вид для обеих сторон. Да, это говорит зам руководителя парламента. Он говорит, страны, пожалуйста, обращаются, мы прокладываем им маршрут, все все нормально. Чего? США, проезжайте, все проезжайте, только мирные, пожалуйста. Была пауза вчера, они там пустили первый, потом 5, что-то там такое, 5-6, сегодня уже 15 прошли. Ну, там гораздо больше, конечно, около там сотни вообще в обычный день, но, видите, налаживается эта история. Так, поехали, следующий вопрос. Можете ответить, Анастасия интересуется, за что убили Черновола? Ведь он мог стать президентом Украины. Конечно. Черновол – это тот украинский политик, который видел очень интегрально и мощно. Это тот украинский политик, который, во-первых, видел Украину как федеративную страну, как федерацию. Есть много интервью, даже сейчас они, ну немного, но они есть, они сохранились, в Ютубе они легко находимы, Вячеслав Черновол, где он отстаивает, во-первых, идею федерализации, говоря о том, что территории Украины и ее этносы были сформированы в разные времена, часто конфронтационно, и что нельзя допускать под один каток катать Украину, что только федерация спасет ее от распада и гражданской войны. Он как в воду глядел, это первое. Второе, Черновол говорил о необходимости нейтрального статуса. Черновол, именно его идеи были положены в Декларацию о независимости. Это был действительно великий человек, который видел Украину как мост сотрудничества между Востоком и Западом. Но этим-то он и был опасен. Был опасен, потому что он видел для Украины благо. А те, кто в конце концов быстро получил контроль над нашей страной через сотрудничество с олигархатом, дав возможность олигархам разграбить страну, поставив их под полный контроль. А они же видели страну как форпост. Они ее видели не как благо, не как мир, они ее видели как то, что должно воевать с Россией, дабы нанести ей стратегическое поражение. Вот. То есть Черновола, я очень в этом убежден глубоко. Я, знаете, я был с Удовенко знаком
Удовенко это был такой, может быть, помните, это был министр иностранных дел, мы были достаточно близко с ним знакомы. Вот, мы часто были у Грицишина в гостях, это мэр города Северодонецка, он туда приезжал, я почетный житель города Северодонецка. Вот, и мы праздновали День города все вместе, и он много, они были очень дружны, много прожили. Он был убежден, что убили Черновола именно за эту его позицию, потому как Черновол ломал конструкт. Понимаете, сила Черновола и влияние Черновола было так велики, что он проводил эту линию на нейтральную страну, внеблоковую страну, на федеральную страну, которая могла стать богатейшей страной Евразийского континента. Это было не надо. Так, Лина Востроилова. Для меня заметно, что определенным моментом отключается мозг, при этом коллективно. К примеру, кто первый начал, кто первый танки послал усмирять шахтеров, список этим не ограничен. Притом, по другим вопросам, что вполне здравые умы, далее удивляет часто встречающийся упрек Кремлю, чего вы нас не удосужились купить или перекупить. Что это хитрость? А как же известно, хитрость есть замена ума дураку. Вопрос. Неужели понадобится целое поколение для выздоровления коллективного мышления? Не может же это быть необратимым? И, кстати, откуда коллективная надежда, что помогут выборы нового президента? Ведь помочь может лишь только новая система. Ну, вот тут я не могу не согласиться, и совершенно с вами согласен. Я сторонник того, что самое главное, что должно произойти, это должна поменяться структура, то есть формат переформатирования должно произойти. То есть иная, проектность, забитое слово, но все-таки иную проектность должна получить Украина. И здесь посмотрите, опять-таки, важнейшие детали. Мы должны поменять на Украине совершенно все. Даже герб, гимн, флаг. Атрибуты государственности, которые сегодня являются как раз-таки носителями бандеровской идеологии, они за собой это тянут. Флаг петлюровский тянется, да. Мы имеем ще не вмерла, але скоро помречь, как ты там из этого будешь выходить, и саму идеологию. И если мы меняем из идеологии противостояния на идеологию сотрудничества, созидания, то есть если мы с вами беремся строить страну, которая своей целью имеет не войну, как это сегодня уже, к сожалению, стало реальностью, а мир и процветание, то мы тогда должны отказаться вот именно от тех символов, которые являются носителями этих бандеровских идей. И тут я согласен с вашей подписчицей о том, что вопрос очень верный. Не смена здесь. Знаете, как это говорят, не кровати менять надо, да, а контингент. Да, так вот здесь поменять одного человека войны, пусть даже и сумасшедшего, и требующего оценки у специалистов медицинских там определенных, да, на другого, даже пускай более трезвого, более разумного, более сильного, но человека войны. Человека, несущего бандеровскую идеологию. Что произойдет? Да просто действовать будут более расчетливо. Ничего не поменяется. Именно здесь замена самой проектности. Как это может произойти? И каким образом мы к этому можем прийти? Я знаю, что без землетрясения общественного, без потрясения это не произойдет. Людмила передает привет в чате трансляции. Волге отдельный привет от землячки. Уехали из Северодонецка после выпускного школы номер 3. Много родных осталось в Украине. Поддерживаем связь очень давно. Скучаю, переживаю. Всем мира. Спасибо взаимно. Спасибо. И с праздником. Чистый четверг, с праздником сегодня. Добрый вечер. Василий, как вы смотрите на мысль, что Зеленский, говоря, что убили 80 тысяч русских, он говорит и о русских, и о украинцах. Для него это одно и то же русские. Чтоб, так сказать, не мой народ. Это такое эмоциональное какое-то высказывание. Послушайте, Зеленский врет. Собственно говоря, во время войны все стороны врут. Вот. И реальное положение дел с погибшими украинцами мы узнаем только после войны. Знаете,
Ой, видел такой, да, это в сети достаточно, но просто это мой товарищ делал. Вот. Ну, не товарищ, знакомый один. Это делал вот эту экскурсию по кладбищам, украинским кладбищам, которые разрастались на протяжении последнего года. Это катастрофа. Вот, дорогие друзья, это просто катастрофа. Это катастрофа, которая объясняет, от чего сопротивление мобилизации сегодня столь отчаянно. И почему мужчины, которые мужчинами являются, а не тряпки, почему они нож в руки берут, гранату берут, почему эти люди идут на такое отчаянное сопротивление, потому что они знают, что их ждет. До того, как еще добраться до передовой, где их или превратят в калеку, или же там же он погибнет. До этого он пройдет систему унижения. И вот эта система унижения, когда человек жертва и ничего не может сделать. Он находится в том, вот, что Гончаренко показывал, да, в тех условиях в клетке. Вот. И против него ну, просто сверхагрессивно настроенные псы, получающие свою зарплату и пенсию за счет живого человеческого материала, чем больше они его убьют, чем больше они его захватят, чем больше они его унизят и поломают, чем больше на фронт поставят, больше заработают. Но это катастрофа. Вот. И мы узнаем эти цифры на самом деле позже. Так что про эти 80 тысяч это Вопрос. как дышит. Вопрос. Израиль, маленькая страна, жителей 10 миллионов меньше Московской области, ничего не добывают, но по уровню жизни выше многих богатых стран. США будут и дальше содержать их? Или все-таки кинут их когда-нибудь? Ну, дело в том, что не нужно так уж упрощенно относиться. Экономика Израиля – это действительно экономика высокой добавочной стоимости, это прежде всего. Ну, а во-вторых, да, здесь Соединенные Штаты всегда будут содержать Израиль именно по той простой причине, что Соединенные Штаты являются филиалом Израиля. Мгм. Вот такой вопрос. Послушала пользовательница интервью Губарева Дудю. Правда, что на Донбассе правили ОПГ и партия регионов была под властью ОПГ? Ой, да, подождите, у нас ОПГ в 90-х годах правили всей страной. Впоследствии у нас ОПГ, ну, они просто поменялись. Они поменяли костюмы, стали там все депутатами, министрами, всем остальным, перебрались во власть, и они стали олигархами. Вот, и поменялись правила. Им не надо уже было быть ОПГ, собственно говоря, когда они стали властью. Что-то такое Паша Губарев, он иногда как скажет, что ты на голову натянуть не можешь. Я не совсем понимаю этого вопроса. Правда ли, что ОПГ правили партии регионов? Неправда. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Я очень благодарен, что мы вместе. Присоединяйтесь к нам по четвергам, примерно в это же время. Ставьте лайк, не забывайте, подписывайтесь на Василия Волгу. Василий Александрович, спасибо большое за то, что присоединились, за то, что поделились своим временем, своими мыслями. И с чистым четвергом и наступающей Пасхой. Спасибо, спасибо и вас, и ваших зрителей, ваших подписчиков. Берегите себя, добра и света.